Добрый день, дорогие мои! С вами сегодня тетя Света из Днепра. Если вы не впервые на нашем канале, мы благодарим вас за постоянство. Подпишитесь, пожалуйста, и нажмите колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить новые и интересные события. Сегодня мы будем готовить чебуреки. Для этого нам необходимо полкило муки пшеничной высшего сорта. Я ее уже просеяла. Масло 50 грамм. Вода 250 миллилитров и паприка копченая и соль. Это для теста. Для начинки нам необходимо 500 грамм фарша, соль, перец черный, паприка. Также копченая паприка будет и в фарше. Еще хорошо взять зиру, но зиры я сегодня не нашла. Также я вот подготовила 2 луковицы и пучок зелени. У меня здесь петрушка, укроп и лучок свежий зеленый. Кто любит кинзу, может положить кинзу. Ну, у нас дома кинзу не очень любят, поэтому я взяла петрушку. И масло подсолнечное, рафинированное для жарки. На нем мы будем жарить. Мы взяли около литра, думаем, нам этого хватит. Итак, приступим. Тесто у нас сегодня будет заварное. Для этого мы сначала смешаем все сыпучие ингредиенты, а потом смешаем жидкие ингредиенты. Высыпаем нашу соль и паприку в муку и размешиваем до однородной массы. Затем выливаем масло подсолнечное. Ждем, пока у нас закипит вода. И уже кипящую, едва остывшую воду, ну, не крутой кипяток, а температуры где-то 95 градусов, добавляем в наше тесто. Вода у нас закипела. И мы тоненькой струечкой выливаем ее в муку. И она заваривается, и мы замешиваем. Тонкой струйкой вылили в муку воду и замешиваем наше тесто. Руками пока мы не можем замешивать, потому что все-таки оно горячее. Ну, теперь можно рукой уже месить. Тесто получается крутое. Вымешивать его нужно достаточно долго. Но за счет того, что мы добавили паприку, оно получается красивого такого вот окраса. Ну и запах стоит уже очень вкусно. Тесто надо вымешивать минут 5, чтобы оно хорошо у нас вымесилось. Старайтесь собрать всю муку со стенок, насколько это возможно, чтобы было экономно. Тесто мы замесили, и теперь оно должно полчаса отдохнуть. Накрываем его колпаком и отставляем в сторонку отдыхать.
у нас свино-говяжий. А теперь нам нужно добавить туда специи, лучок и зелень. Поэтому я предлагаю перемолоть его второй раз. Так у нас получится более нежная начинка. Кто любит побольше, может взять побольше. Я как раз люблю побольше, поэтому и взяла побольше зелени. Сейчас мы перемешаем зелень с фаршем. Можете мешать ложкой, можете мешать руками, кому как удобно. Руки чистые, обработанные, не забывайте обрабатывать руки перед приготовлением пищи. Специи и соль мы добавим после того, как дополнительно перекрутим фарш. Теперь мы порежем лук порционными кусочками для добавления его при перекрутке фарша в мясорубку. Теперь мы перемешиваем наш фарш уже с луком и зеленью и добавляем туда наши специи. Паприку копченую, перец черный и соль. По чайной ложечке на такое количество фарша. Вот. Размешали специи до однородной массы и добавляем. Добавили, помешали. Помните, что это вы фарш готовите не на котлеты, поэтому отбивать его не надо. Наоборот, мы добавим 250 мл воды. Кто хочет, может добавить бульон. Замороженный, или есть у кого-то свежеприготовленный бульон, то можете добавить в фарш. Вот предварительно мы размешали это все ложечкой. Теперь добавляем водичку и тоже размешиваем. Это придаст сочность начинки наших чебуреков. Перемешиваете хорошо до однородного состояния. Вода должна впитаться в фарш и сделать его более сочным. Ну вот, фарш мы приготовили. Ну и за это время у нас как раз отдохнуло наше тесто. Так что мы можем приступать к его раскатке. Насыпаем муку на рабочую поверхность. И домешиваем наше тесто еще раз. Опять нужно вымесить тесто 5 минут после того, как оно отдохнуло.
Замесили наше тесто 5 минут. И теперь нам надо раскатать из него колбаску. Так, теперь складываем пополам. Мы колбаску раскатали. Перерезаем. Теперь эту колбаску еще раз пополам. Перерезаем. Этот кусочек пополам перерезаем, и каждый кусочек еще пополам. Вот это и будут наши чебуреки. Делаем по образу и подобию. Теперь еще раз слегка промесим в руках и скатываем вот такие вот шарики. И кладем их отдыхать. Заготовки для чебуреков мы складываем в отдельную емкость и накрываем крышкой для того, чтобы они не заветривались. Сейчас они еще чуточку в ней полежат. Теперь раскатываем непосредственно наши чебуреки. Подсыпаем муку на поверхность, если надо. Стараемся раскатать тесто как можно тоньше. И так во всех направлениях, примерно по размеру тарелки. Не забывайте скалку обрабатывать мукой, чтобы тесто к ней не прилипало. Помните, что когда вы раскатываете, середина у вас получается более толстая, а края более тонкие. Поэтому не забывайте хорошо прокатывать середину. Замечательно, вы угадали. Теперь отрезаем. К фаршу можно добавить чайную ложку гранулированного чеснока. И еще раз хорошенечко все перемешать. Наполовину выкладываем начинку. Не сильно толстым слоем, потому что она должна прожариться. Края оставляем, чтобы можно было защипнуть наше изделие. Теперь закрываем. Вот, и оно идеально у нас совпало по краям. Придавливаем. Теперь вилочкой делаем такие вот защипы. Они необходимы для того, чтобы сок не вытекал при жарке из чебурека. Посыпаем тарелочку мукой и оставляем на ней наш чебурек ждать своей очереди на сковородку. Наливаем масло на сковороду. Таким расчетом, чтобы оно покрыло жарящиеся чебуреки. Примерно вот так. И нагреваем.
Дорогие друзья, наше блюдо готово. Пожалуйста, угощайтесь, присоединяйтесь. Очень вкусные чебуреки. Смотрите, какие они красивые, какие они аппетитные. Уверяю я вас, что и на вкус они такие же красивые и аппетитные. Очень вкусно. Полностью прожарился, полностью приготовилось мясо внутри. Мясо в меру сочное, несмотря на то, что сок не брызжет фонтаном. Мясо очень мягкое и вкусное. Вот, пожалуйста, полностью приготовленное. Тесто очень тонкое, тончайшее. И тоже очень вкусное. Паприка мне придала ему такой оригинальный вкус. У нее как бы не основная нотка, но само тесто очень оригинальное. Спасибо за внимание, приятного аппетита, готовьте вместе с нами. Дорогие друзья, сегодня мы приготовили чебуреки с копченой паприкой. Очень вкусное и полезное блюдо. Заходите на наш канал, присоединяйтесь, подписывайтесь, включайте уведомления. Заранее благодарны вам за ваши добрые пожелания, хорошие комментарии. Высказывайте свое мнение, делитесь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы хотите еще, чтобы мы приготовили. Мы обязательно прочтем и приготовим те блюда, которые наберут наибольшее количество голосов. С вами была тетя Света из Днепра. На своей кухне. Всего хорошего. До скорых встреч.